Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу другую модельку сумочки. Очень вообще такой простой вариант. Ну, от того, что у меня узорчик как бы будет немножко, может быть, сложновато, но думаю, такой самый тоже легкий вариант или один из вариантов, как связать сумочку на телефон. Итак, набираю я 60 воздушных петелек. Пряжа у меня обычный полиэстер 3 миллиметра, и крючок также я использую 3 миллиметра. Вот набрали, и теперь одну воздушную петлю подъема, и теперь от крючка во вторую петельку провязываем столбики без накида. Сейчас по всей нашей цепочке мы провязываем столбики без накида, и оставив одну петельку в конце. В конце, в самую последнюю петельку, нам нужно провязать 3 столбика без накида. Сразу прячем наш хвостик. В чем мне нравится в этой пряже полиэстер, обязательно отмечаем нашу первую петельку маркером. Полиэстер чем мне нравится, не растягивается, это никак не хлопковая такая, да. Обратными тоже обратно вяжем столбики без накида теперь. И сейчас этот кончик можно будет его как бы немножко поджечь, и его потом не будет не видно даже. В последнюю самую петельку мы провязываем 2 столбика без накида. И также ставим маркер в нашу первую петельку. Теперь в нашу первую петельку нашего ряда, да, следующий ряд у нас будет идти второй, делаем соединительную петлю. У нас вот готов, получается, первый наш ряд. Второй ряд делаем 2 воздушные петли подъема, и теперь в следующую петлю, не в эту, а в следующую петельку, мы провязываем также столбик с одним накидом. Ну и теперь по всей цепочке до нашего маркера мы вяжем столбики с одним накидом. Итак, дошли мы до нашего маркера, убираем. И теперь в каждую из этих 3 петель, в каждую петельку нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом в каждую петлю. И дальше ряд мы продолжаем вязать в каждую петлю столбики с одним накидом до нашего маркера.
Здесь у нас с этой стороны с вами место для разворота. В последнюю петлю мы теперь провязываем просто столбик с одним накидом. В этой части мы с вами будем разворачиваться. Третий ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема. Разворачиваем наше вязание. И теперь смотрим за каждую. У петельки вот есть две такие как бы душечки, да, передняя и задняя стеночка. Мы вяжем с вами столбики без накида за переднюю стенку петли. Идем до нашего маркера. Дошли до нашего полукруга, и теперь в каждую после маркера, да, вот где у нас был маркер, вот где мы делали прибавление, мы здесь в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. Обязательно ставим маркеры, отмечаем. До следующего маркера нам нужно провязать в каждую петельку по 2 столбика без накида. И теперь до конца ряда нам нужно провязать в каждую петельку столбики без накида. Дошли до конца, провязываем столбик без накида. Вот что у нас уже получается с вами. Теперь следующий четвертый ряд делаем 3 воздушные петли подъема. Здесь внимательно, не разворачиваясь пока. Во вторую петельку суем крючок, не в первую, а во вторую суем крючок, захватываем ниточку, следующую захватываем ниточку, разворачиваемся, прям в ножку суем, вытаскиваем. Теперь в саму петлю, посмотрите, мы будем сейчас провязывать вот за вот эти вот задние стеночки петелек. За вот эту вот вытащили и следующую вытащили. У нас на крючке 6 петелек, и мы их провязываем все вместе. Теперь в центр вытащили, с последней также вытащили с цветочка, в ножки вытащили, и 2 следующие петельки мы также вытаскиваем рабочую нить. На крючке у нас 6 петель, и мы их провязываем все вместе, и 1 воздушная петля. В центр вытащили, с самой петельки вытащили, с ножки вытащили, и 2 пустые петли за заднюю стеночку также вытаскиваем рабочую ниточку. На крючке 6 петель, провязываем все вместе, и 1 воздушная петля подъема. Провязываем до нашего разворота. Здесь, в принципе, все идет все точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все вместе провязали. 1 воздушная петля и 2 воздушная петля. Здесь у нас только отличается только этим, что мы делаем здесь 2 воздушные петельки. По вот этому полукругу мы когда провяжем все вместе, у нас идет 1 воздушная петля
и вторая воздушная петля. Доходим до следующего маркера таким образом, а после маркера мы провязываем уже по одной воздушной петельке. Посчитайте в итоге, сколько у вас на полукруге получилось петель. Их должно получиться 22 штуки. Довязали до конца. Здесь у нас уже все, закончились петельки. Мы делаем одну воздушную петлю подъема. Разворачиваем наше вязание. Идет 5-й ряд. Теперь вот в этот центр, это наш центр цветочка, мы провязываем сюда 2 полустолбика. Накид. Вытащили рабочую нить и провязали 3 петли вместе. Теперь смотрите. Обязательно поставьте маркер обратно. И смотрите, у нас есть, вот мы вязали с вами цветочки, и у этого цветочка есть центр. Вот в этот центр мы как раз с вами и будем вязать. Делаем накид и вяжем в этот цветочек. Накид, и в этот цветочек мы провязываем по 2 полустолбика. Раз, накид, вытащили рабочую нить и провязали 3 вместе. В каждый из таких вот центров цветочка по кругу мы провязываем по 2 полустолбика. Даже не по кругу, а до нашего маркера, до полукруга. И если смотреть с другой стороны, получается, мы сделали вот такой вот цветочек. Получается очень красивый такой рисуночек. Дошли до маркера. И теперь смотрите, те цветочки, которые идут вот у нас, где после маркера, мы в этот каждый цветочек будем провязывать по 3 полустолбика с накидом. На всем вот этом полукруге до следующего маркера мы вяжем в эти цветочки по 3 полустолбика с накидом. Довязали до конца. И теперь у нас идет 6-й ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание. И теперь, смотрите, сразу в первую петельку провязываем за 2 душечки, за 2 стеночки провязываем столбики без накида в каждую петлю и даже на полукруге. 6-й ряд наш заключительный. Довязали до конца, и теперь смотрите, в эту же петельку нам нужно провязать еще 2 столбика без накида. В итоге у нас получается 3 столбика без накида в этой последней петельке. Отмечаем центр у нашего вязания. Отмечаем маркером. И теперь до маркера нам нужно провязать столбики без накида. И после маркера число петель у нас должно быть одинаковое. Вот этот первый, последнюю из 3 мы ее считаем как 1, да? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ищите удобные петельки. 7. Будет 8. 8 у меня получается с одной стороны. Эту центровую я не считаю. И теперь, значит, 8 петель нам нужно провязать также с другой стороны. Довязали до конца, делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание. И теперь также по этим петлям нужно провязать еще один ряд. Это у нас уже идет второй. Теперь мы будем делать стеночки нашей сумочки. Итак, что мы делаем? Набираем 2 воздушные петли подъема. И теперь смотрите, у нас между петельками, столбиками, которые мы вязали снизу, есть вот такие вот как бы ихние ножки, да. Как вяжется, вы знаете, наверняка рельефные столбики с накидом. Таким образом у нас провязывается резиночка. И мы делаем накид и за заднюю стеночку с задней стороны провязываем столбик с одним накидом. Получается рельефный столбик с задней стороны за заднюю стенку. Каждый вот такой вот столбик нужно провязать столбики с одним накидом. Их нужно провязать 22 штуки. Так, я специально отделила вам другого цвета, другой пряжей. У меня получается 22 таких столбика. И теперь мы вот эти вот душечки, 4 петельки нам нужно пропустить. И 2, 3, 4. И в пятую также за заднюю стеночку провязываем столбик с одним накидом. Еще 22 штуки. Этот первый тоже считается. Провязываем еще таких 22 столбика с одним накидом за заднюю стеночку. Провязали, вытаскиваем ниточку, как бы закрепляем наше вязание. Теперь нам эту сторону осталось только сшить. Сшить вы можете как вам захочется. Возможно, вы какой-то способ лучше знаете. Снизу у нас, смотрите, вот так вот подножка такая получается. Вот наши стеночки сумочки. Вот таким образом. И просто начинаем сшивать. Сшивайте любым способом. Я буду сшивать за передние стеночки вот этих вот петелек. Их будет легко видно.
Вот, посмотрите, как у меня получается. Вот таким образом у меня получилась стеночка нашей сумки. И теперь с другой стороны нам нужно сделать все точно так же. Только начинаем мы не от начала, было бы здорово, конечно, да, с этой стороны начать, но с этой стороны я начинаю отсчитывать. Отсчитываю 22 петли, потом 4 пропускаю и опять еще 22. И начинаю как раз вот с этой стороны, не от начала края, потому что иначе рисунок у нас, узор получится немножко другим. Все точно так же. Все, скручиваем нашу сумочку, делаем застежку, делаем лямочки, и она готова. Вот такая вот красивая и очень вместительная получается. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если что непонятно, спрашивайте в комментариях. Всем пока-пока.